Привет, котятушки, это Ролчик, и сегодня мы поговорим с вами про The Hex. Фильм «Омерзительная восьмерка» — вестерн, в котором по своим причинам в одном домике в зимнюю пору собрались абсолютно несовместимые друг с другом люди, дабы пережить мороз. Разработчик Дэниел Мюллес однажды посмотрел этот фильм и подумал, как бы было круто украсть эту идею и сделать по ней игру. Так началась история The Hex. Сама игра начинается с телефонного звонка, раздавшегося в таверне 9 кружек. Алло. Бармен в инвалидном кресле поднимает трубку и узнает нехорошее. Кто-то из присутствующих игровых персонажей в его баре сегодня совершит антиоживление. Оставлять такую новость на самотек невозможно. Посему бармен просит малыша Хорька помочь ему начать расследование. Выбор помощника так сразу прост. Зверек тут единственный, кому, считает бармен, можно доверять. Или доверять больше, чем остальным. Для начала было решено пообщаться со всеми подозреваемыми персонажами. Первым оказался безликий Джо из какого-то симулятора ходьбы. Он молчаливый наблюдатель, так что информации от него получить не удалось. Второй подозреваемый — это шеф-повар Брайс. Он, по наблюдениям малыша, достаточно силен для антиоживления, но... Ты что-то замышляешь. Следи за языком, малец. Я из игры про готовку. Я не убийца. Ты повар? Больше смахиваешь на бойца. Одно другому не мешает. Бармен мне платит за готовку. Третья возможная преступница — колдунья Шандрель, немногословная и своенравная. Четвертым был Лазарь, с которым, судя по диалогу, Хорек уже неплохо знаком. И вот мы снова встретились. Ты выглядишь... Тихо. Мы не должны друг друга знать. Помнишь? Ой, точнее, Лазарь — это покоцанный и усталый космодесантник, к которому во время знакомства абсолютно точно при первой встрече у Хорька никаких вопросов не возникло. Так что он пошел к последнему посетителю — Расту. Он пожилой мужичок, покоцанный пустошами, из выживалки про постапокалипсис, явно не до конца вдупляющий реальность. На прямой вопрос о плане совершить антиоживление ответил, мол, да, конечно, но, к счастью или нет, в опасности были лишь его знакомые с пустошей из его игры. Короче, никто не признался в возможном преступлении. Ну да и ладно. Бармена это, судя по всему, успокоило, и он решил подрядить малыша на более пока насущное дело. В бар нужно было притащить ключ из комнаты номер 1 на 2-м этаже. Сейчас ее снимает шеф. О, чуть не забыл запустить наш старый лифт. Одну секунду. Так-то лучше. Принеси мне ключ. Как бы то ни было странно, дверь в нужную комнату оказалась закрыта, несмотря на просьбу. Но пройти внутрь малышу помогла очень удобная дыра в стене неподалеку. Оказавшись в комнате, Хорек забрал ключ и заметил красные пятна на кровати шефа, и, посчитав, что это кровь, не особо смутился. Но за секунды нахождения в комнате, в проходе в дыре произошли некие изменения. В нем появился красный значок дизлайка, под которым пол просто провалился, даже под весом микрозверька. А удар от падения под пол вызвал воспоминания жизненного пути Хорька. Начались они в игре «Супер Малыш Хорек». Это был платформер, в котором на первом уровне в самом начале появился Мистер Шрюд. Это заботливый дяденька-землеройка. Он на протяжении всей первой игры и немножечко второй игры про Хорька будет помогать главному герою, закапывая препятствия под его ножками и отталкивая его от врагов, чтобы те его не ранили. Однако Шрюд дяденька уже не молодой, и его силы начали заканчиваться еще на половине первого уровня. Виноват, мистер Шрюд. О, ну разве я могу на тебя сердиться? В середине уровня малыш Хорек встретил Катарину, кошку на ковре-самолете. Рисунок на ковре был в виде доллара. Грязная зеленая бумажка, блин. После общения с ней появляется квест – принести для нее 50 монет. Те раскиданы по уровню, как в любом платформере. В обмен же предлагается познать тайну. Задание это Хорек меньше чем за минуту выполняет. Катарина, как и обещала, начинает рассказывать что-то вроде восточной сказки. Но она прерывается на полусловие и начинает говорить действительно что-то, что ей кажется важным, а не то, что ей велели сверху. Вот тебе настоящий секрет. Эта игра была построена на останках другой. Увы, я сказала очень много.
На втором уровне игры мистер Шрюд уверил малыша, что тот особенный, но голову забивать этим особо не стоит. Вероятно, этими словами дядя готовит хорька ко взрослой жизни, где все более-менее либо равны, либо сильнее него, и к популярности, которая вот-вот на него свалится из-за выхода игры, в которой они оба находятся. Это, говорит Шрюд, вызовет и радости, и проблемы. Точно непонятно, как это почувствовал дядя, но подтверждения его слов стали появляться в игре после ее же публикации. На уровне фоном стали всплывать отзывы из Стима. Игра имела большой успех, и люди писали пока что, в общем, позитивную, но часто рандомную ерунду. Не то что ваш покорный слуга. Пользователь Ролчик, например, написал, что игра вызывает анемою. Например, когда ты представляешь, что кушаешь мороженое за 3 копейки, которого никогда не кушал. С этим мнением был согласен и пользователь Тегир Ти, как и многие-многие другие, которые по совпадению тоже есть у меня в друзьях. В общем, большинство игроков солидарны во мнении, что игра хоть и детская, но что-то в ней такое есть, что и взрослого может увлечь, но без чего-то выдающегося, учитывая, что тут нету всяких эксплуатаций, всякой резни или прочего, из расчета срубить бабок. Однако среди вот этих всех средних отзывов были и шутки про чрезмерную детскость, которая, судя по всему, откликнутся в голове разработчика. Уровни во всей этой серии игр будут заканчиваться, когда главный герой добежит до замка и поднимет над ним красный флаг. Следовательно, замок должен быть переходной локацией, но неизвестно по чьей воле случается странность. Хорька внутри встречает загадочный персонаж, пусть пока что будет Толиком, потому что имя его нам неизвестно. Он ругает зверька за посредственность игры, в которой тот находится, беззаботно, и ругает за принятие дядюшки Шрюда как само собой разумеющееся. Хорек это не захотел долго слушать, поэтому с возмущением попросил прекратить, видимо, не желая покидать свою скорлупку. Толик пока что прислушивается и уходит, а Хорек продолжает существовать, не ощущая надвигающуюся лавину. Далее воспоминания главного героя переносят нас в сиквел его игры, которая получила подзаголовок, что очень-очень-очень странно, «Улетная трасса». Это сильно контрастирует с привычным мнением пользователей о прошлой игре. Разработчик, видимо, прислушался к негодующему меньшинству, сделав многое по их просьбам. При этом как-то чрезмерно странно сохранил общую задумку игры. В сюжете этой части малыш уже подрос, а дядюшка Шрюд, встречавший его в начале, предупредил, что для крутецких возможностей уровни были покрыты асфальтом. Так что, беря это в учет, придется рассчитывать на его помощь еще меньше. Ведь он же, если задуматься, не асфальт, а ройка, в конце концов. Все норм, мистер Шрюд. Я сам справлюсь. Хорошо, если ты уверен. Прочь с дороги, старик. В сиквел тоже были вшиты отзывы, которые отличались от тех, что на первую часть. Негативных отметок стало гораздо больше. И те были не про то, какая игра детская, но уже наоборот. Вот эта вся натужность автора сделать игру крутой, игроки почувствовали как неестественную пристройку. Так еще и была переработана казуальность, над которой отчасти подшучивали, а отчасти до конца все-таки не принимали. Но в итоге, когда это все пофиксили, люди возмутились. Эта ошибка угодить аудитории будто бы была выражена во втором уровне. В ранее милую серию игр вшили боевку, благодаря чему милый хорек смог жестоко кулачищами мутузить грибков. Все это привело к спаду. Аномальный интерес к серии хорька утихал, на чем сакцентировал внимание вновь появившийся в следующем замке Толик, немного даже жалея малыша, но тому было пофиг, что однако было лишь только началом его падения. Моему падению противостоят подписчики на Бусти. Теперь я рисую каждому из них уникальный арт и добавляю в коллекционные карточки. Отдельная благодарность Конору Мастеру. В третьей игре вместо Шрюда, встречающем в начале после меню, уже оказалась хамоватая, небритая белка в майке-алкашке. Кто ты, черт возьми, такой? И где мистер Шрюд? Шрюд? Впервые слышу. Впервые слышишь? Да кто ты такой? Я мистер Билкан. Ладно, мистер Билкан, слушай. Нет, ты будешь слушать меня, малой. Меня наняли говорить. Значит, я буду говорить. Мало того, для многих игроков грустным бонусом разработчики оставили кучу серьезных багов и блеклую графику. В общем, эта часть стала последним гвоздем в крышку гроба серии. Малыша хорька оставили заканчиваться с позором в одиночестве.
После же падения в таверне он очнулся в подвале, все еще с ключом, который он понес бармену для исполнения его просьбы. По пути, заметив ракету, пробившую потолок, малыш вспомнил в связи с ней некого Еремею, вероятно, который откуда-то вернулся целым благодаря или вопреки данному летательному средству. — сказал Хорек у барной стойки бармену по поводу надежности здания таверны. На это старичок сухо лишь попросил наконец передать ему ключ, что было от двери, ведущей на кухню. Сегодня вечером там должен работать над пирогом Брайс. Если вы не забыли, повар, из чьего номера мы и тащили ключ. Завершив свой разговор с Шандрелли, холодный, но явно не поверхностный, повар дает нам понять, что он с ней хорошо знаком, но откуда все-таки остается непонятным. Вскоре Лазарь вместе с Растом, услышав про пирог, завязали с поваром наигранный диалог. Практически точно такой же, как с Хорьком. Брайс спросил у Лазаря: «Это же ты тот самый, наверное, космодесантник, которого я точно не знаю?» Тот ответил: «Да, а ты должно быть тот самый Брайс из файтинга, которого я тоже не знаю». Стоящий рядом Раст все так же выглядел нездоровым, но смог из себя выдавить, что не верит в прикрытие повара и уверен, что тот похож на его сына, который разносил с ним врагов на пустошах. Вы, наверное, уже поняли, что это какая-то постанова, которая, уверяю вас, с каждым новым актом будет все интереснее и не закончит свое развитие до самого финала. Закончив разговор, Брайс дошел до кухни и буквально за полминуты, как настоящий профи, выполнил свой заказ на пирог. И после бармен послал доставить эту выпечку сразу к Шандрель в спальню. Ведь таверна 9 кружек должна обслуживать, как он говорит, каждого клиента максимально для него комфортно. Оказавшись с пирогом в номере, вдруг древнее здание вновь обрушилось, только уже сверху, чуть ли не ему на голову. И как бы не хотел шеф забыть эту свою часть, ему пришлось разломать обломки бойцовскими навыками, приобретенными не совсем по своей воле в игре «Смертельная битва». Однажды он просто очутился в тренировочном, максимум, скажем, гараже, вместе с манекеном и ассистентом Ирвингом. Последний явно хотел меньше слов и быстрее из нашего шкафа, бывшего поваренка, сделать боеспособного персонажа, объясняя новую судьбу Брайса, боевку и систему комбо. Это полное безумие. Я повар, а не боец. Ты видишь дверь наружу? У тебя нет выхода, Брайс. А после ассистент отодвинул манекен, решив подставить себя под удар, чтобы полномочно иметь возможность избить Брайса до отключки, что сделал невероятно легко, упиваясь своей властью. Тем временем на фоне, так же как и в воспоминаниях предыдущего героя, начали появляться не совсем внутриигровые данные, новости индустрии. В данном случае о покупке разработчикам «Смертельной битвы» шефа из игры «Проготовку», в которой тот раньше обитал. Так началась его череда побед с многогранными живыми персонажами. Чаще всего. Кто-то из врагов был уверен в себе, кто-то забивал на бой и уходил. Винстрик сопровождался негативным фоном, конечно же, со стороны игроков из интернетов, из-за имбовости Брайса, потому что поваренок после каждой очередной битвы не переставал становиться сильнее. Так, до очередной битвы он дошел чипированным из-за прокачек и модификаций и встретил Шандрель, непонятно в первый ли раз, которая донесла до его сведения, что из этой череды однообразия, если хочется, есть выход. И если это непонятно, это продолжать заставлять плакать игроков, побеждая и побеждая, чтобы тебя удалили из игры. Сказала она это довольно убедительно и самоотверженно, что даже шефчику показалось, так хочет поддаться. Но она улыбнулась и ответила, мол, если я проиграю тому, о ком сейчас все новости трубят, то меня отсюда точно никогда не удалят. Так что битва с ней началась, но не закончилась. Ее удалили почти перед самым финалом, в течение, что вполне ожидаемо для ее характера, как мы узнаем в следующих главах игры. С новой информацией Брайс тренировался усерднее, что ускорило его восхождение в топ сильнейших бойцов. И вот, когда был назначен бой с самым ныне сильным персонажем, разработчики неожиданно решили пропатчить шефа, но не удалять. А это еще та подстава. Ведь, напомню, проигрыш, скорее всего, значит бесконечные круги ада. Это ты тот боец с наивысшим рейтингом? Кто-то зовет меня бойцом, но по сути я исполнительница. И когда я буду биться, ты станешь частью моего шоу. Ты зря готовил свое тело к этой битве. Тебе стоило бы натренировать Свой разум. Ага. Давай уже завязывай с этим шоу. Round one, fight!
Самый мощный боец — это клоунесса Садо. Невероятно страшная и непонятная, а самое главное, очень необычная. Битва с ней превратилась в ее же шоу, будто бы она взломала игру. Раунд за раундом она применяла приемы, нетипичные для однокнопочной игры, которой является смертельная битва, но все еще недостаточные, чтобы победить шефчика. Бабуля, я иду домой. Когда Брайс оказался дома в родной Аркадии со своей бабулей, он принялся сразу за работу. Они испекли десятки пирогов, удовлетворив десятки клиентов. И это всего лишь за 0 дней, которые прошли с его возвращения. Как вдруг на кухню врывается Ирвинг и сообщает, что смертельную битву продали другой компании, и теперь шефчик снова в деле. Что означало, его моментально перестраивают из поваренка в снова бойца. Он этого не ожидал и, видимо, начав делать какое-то действие, случайно, не совсем контролируя свое тело, ударил бабушку, вновь попавшись на подставу ассистента. Но в этот раз следствием стал пожизненный бан для всех игр. И даже для тех, в которых нужно драться, ведь мирных трогать нельзя даже в играх. Даже если тебя неожиданно перепрограммировали. Шли, надеюсь, хотя бы не месяцы, но годы, потому что конвейер успел выпустить 8 частей битвы. И, как мне кажется, Брайса бесили новости о каждой части, мол, именно тут вы увидите старых, добрых, любимых персонажей. Конечно, нигде не писалось, кроме тех персонажей, которых мы обрекли быть в вечном чистилище. Однако откуда вскоре шефа вывело объявление, вывешенное тем самым Толиком в капюшоне, о поисках работника с опытом в поварском деле. Так Брайс оказался на нынешнем месте. Разбив завалы, комната чародейки была готова к ее приходу. За нее сразу после нам и дают играть. И очередная порция странностей не заставила себя долго ждать. Бармен, как оказывается, обещал колдовке загадочный ключевой ингредиент в пироге, которым, как ему помнится, должен быть лайм. Но она явно хотела чего-то другого. Разговор с Лазарем на этот раз пролил свет и без того на сильные мои подозрения. Игры для персонажей — это в лучшем случае работа, а в худшем — сродни каторге или тюрьме. Что дополнительно в данном случае говорит о колдовке, ведь она все это прекрасно зная, подставила космодесантника при предыдущих контактах. Закончив разговор и вернувшись в свой номер, колдовка расковыряла пирог, и ключевым ингредиентом оказался ключ, взяв который, Шандрель переклинила. Ее глаза засветились фиолетовыми, и она начала говорить сама с собой. Мол, она явно что-то вроде как от себя скрывает. Показав ключ на баре, бармен посоветовал пойти в подвал. Там он давно не был из-за темноты и своего состояния, так что не помнит, куда ключ должен подойти. Оказалось, что дверь была от лаборатории, где хранились ингредиенты вроде молока сфинкса или желчи дракона, которые, перемешав, получается препарат. Его колдовка пустила в шлем, который надела на голову, что переносит нас уже в ее воспоминания. По знакомой системе женщину бросили на этот раз в лесу, где ее встретил магленок по имени Моджи и сказал: «Здорово, что я тут случайно пробегал и нашел тебя. Ведь лес — ужасно опасное место. С тех пор, как в эти земли явился лорд Валамир». С какой-то стати после этого приветствия Моглик становится уверен, что Шандрель все о себе забыла и просит помощи у игрока вспомнить, в кавычках, забытое ее имя. Я обзываю ее Ролчикитой, но она отказывается играть по сценарию, как делают персонажи в других RPG-играх, ведь она все о себе помнит. Моглаша это немного смущает, но он продолжает идти по сценарию, провожая женщину в ближайший город, по пути решив напомнить, конечно же, как драться. Я помню, как... Не переживай! Я тебе все покажу. Тренировка шла гладко поначалу, но уньк-пуньк в инвентаре у колдовки откуда-то оказалась книга, подписанная с наилучшими пожеланиями от того самого Валамира, почитав во время битвы которой, сценарий игры снова нарушился. Далее оказывается, что игра, в которой находится Шандрель, запущена на стриме. Стало это ясно, когда этот самый чат прорвался в игру из реального мира. Сильному удивлению зрителей не было предела от того, что антиоживить гида из начала игры вообще возможно. Вот-вот, а возможно это благодаря сотрудничеству ведьмы буквально поперек сюжета с главным злодеем лордом Валамиром. Она с ним заключила договор, что в обмен на сферы, которые она найдет для него, он устроит все так, чтобы игра не получила никогда никаких сиквелов. Начиная путь к этим
сферам Шандрель случайно встретила сына, ранее антиоживленного ею Моглика, и посоветовала ему идти домой, а то замерзнет, папку-то ждать. Далее колдовка наконец самостоятельно добралась до города, где ей на главной площади, как древней героине, был возведен памятник за то, что она в прошлых частях несколько раз запечатывала Валамира, возможно, даже не раз. Но вот в чем беда, тот вырывался, и знаете что? Тоже, возможно, не один раз. И ей вновь приходилось отыскивать сферы и вновь его запечатывать. Очень увлекательно, а самое главное, каждая часть оригинальнее предыдущей. Это нам, как и колдовке, рассказал мудрец у памятника. Ей эта информация совсем не понравилась, но несмотря на это, она молча взяла подсказку у Дидоса и пошла за первой сферой. На запад, к дракону, преодолев по пути слайма, но не агрессивного. Дай-ка угадаю. Ты встретила недобрых слизней в лесу и теперь думаешь, что мы все такие злобные. Иди со своими предрассудками. У меня нет на них времени. Также по пути оказался древний храм. В нем уже известно по прошлым частям игры будет финальная битва. Тут прибирается Джей, собственно, готовя зал. И по секрету рассказал, что ему до ужаса скучно быть в этой игре уборщиком. Швабра ему так надоело, что он хочет попасть в игру «Жестокая галактика». Это, если что, буквально мольба. Даже несмотря на то, что в ту игру, как на бойню, отправляют провинившихся персонажей, обнуляться, так скажем, за свои проступки. Он на это абсолютно готов и будет очень благодарен, если удастся что-то сделать. Через время, добравшись до пещеры в горе, на которой лежит дракон, охраняя сферу, у входа колдовка встретила зеленокожую девушку-механика. Та спешила на новый заказ. Ее ждет Моглик в городе с поломанным мотоциклом. И буквально только что она видела рыцаря, который шел за сферой. Им оказался Лазарь. Да, раньше до жестокой галактики он тоже был в этой игре и как-то провинился, судя по всему. Сейчас он был под завалом и ждал буквально Шандрель, чтобы мы ему помогли. Как только он встал, он добавился в группу и посоветовал кое-где воспользоваться пасхальным проходом, чтобы срезать путь. Но я, как Фармила, и Шандрель, судя по всему, со мной согласна, пошел по прямому пути. О чем немного потом пожалел, и о чем полпути Лазарь предупреждал, но я не слушал. Зато прокачался знатно. Ого, мы действительно прошли по длинному пути. Было приятно убивать кобальдов, разве нет? Возможно, тебе стоило оставить меня под тем булыжником. Наконец команда добралась до грозного, однако неуверенного в себе дракона, что облегчило задачу для колдовки и рыцаря. Победа оказалась за ними. Они забрали с гор золота одну из сфер могущества и понесли ее, как и задумывалось, злому лорду. Ну а что было дальше, вы узнаете в следующем видео. Первая часть заканчивается, и скажу я вам, то, что было тут показано, это лишь ерунда в сравнении с тем безумием, заложенным в следующих частях игры. Ну а пока что знаете, я работаю над продолжением, и прошу вас оценить видео и написать комментарий, а также по желанию поддержать канал на Бусти. Безопасности вам, котятушки. Пока.